Друзья, всем привет! Дети обожают печеньки. Предлагаю сегодня испечь сахарное печенье в виде зверушек. Печенье имеет потрясающий сливочный аромат, оно мягкое, нежное и просто тает во рту. Рецепт несложный, а также расскажу о тонкостях работы с таким тестом. Для приготовления потребуется мука 250 грамм, мягкое сливочное масло 100 грамм, яйцо 1 штука, сахарная пудра 200 грамм, кукурузный крахмал 20 грамм и щепотка соли. При помощи миксера взбиваю размягченное сливочное масло и сахарную пудру. После того, как получилась однородная масса, добавляю яйцо, щепотку соли, снова перемешиваю до однородности. Масса получается консистенции сметана. Добавляю оставшиеся продукты – муку и крахмал. Муку добавляю в 2 этапа для лучшего ее растворения. Теперь добавляю крахмал, после чего просеиваю с помощью веничка через сито. Первую часть муки перемешиваю с основной массой сначала с помощью лопатки, а затем уже миксером. Добавляю вторую часть муки, просеиваю, вымешиваю тесто лопаткой, затем уже руками. При вымешивании такого теста особых усилий не требуется. Тесто довольно податливое и хорошо отходит от рук. Разделяю тесто на 2 части. Заворачиваю в пакет, придаю форму пластины, чтобы тесто быстрее охладилось. Отправляю его в морозильную камеру на 15 минут. После того, как тесто охладилось, присыпаем мукой рабочую поверхность, само тесто, чтобы оно лучше отходило от скалки. Равномерно раскатываю тесто толщиной примерно 6-7 мм. Придаю печенью форму с помощью вырубки. И тут у меня возникла проблема. Тесто рвется и плохо отходит с рабочей поверхности. Не стоит забывать, что у каждого производителя свое качество муки. Поэтому, если тесто рвется или плохо отходит от рабочей поверхности, необходимо к основной массе добавить еще немного муки, хорошенько его вымесить и обязательно охладить в морозильной камере. Также не стоит забывать, что при комнатной температуре тесто быстро нагревается от рук и теряет свою эластичность. Поэтому не спешите доставать из морозилки сразу все тесто. Сначала работайте с одной частью, а затем уже с другой. После того, как тесто охладилось, я снова его раскатываю, придаю форму с помощью вырубки. Заранее разогреваю духовку до 180 градусов и выпекаю печенье 15-20 минут. Друзья, пишите, получилось ли у вас приготовить печенье по этому рецепту и в чем возникли сложности. Будем обсуждать в комментариях. Печенье готово. Оно ровное, абсолютно не сухое, как может показаться на вид, имеет чудесный аромат и просто красивое. Думаю, это именно то, чего хотят дети. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, будет интересно.